Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня на повестке дня у нас игра War Riders, и мы опять будем тестировать с Петрухой технику, которая присутствует пока на данный момент в игре. Петруха, здорово! Здорово, Кирилл, здорово всем подписчикам, спасибо за ваши лайки, комментарии, это нас очень мотивирует, так держать. Так, я уже в игре. Ты в игре? Я сейчас, получается, буду тестировать местный танк. Как видите, танк Кит. У него плюсы: огромная защита, хорошее вооружение. Конечно, он помедленнее. Он примерно как стандартная машина по скорости. Даже видно, вот здесь показана скорость 67, танк 57. То есть он немножко помедленнее даже получается, но показатель армора 1755. Это самый большой показатель именно защиты, который присутствует в игре. Так, ну давайте посмотрим, как в целом это орудие, да, это машина, техника, как она в целом себя показывает. Так, ну что, я на центральную точку загрузился? Где-то там, Петруха? А уже еду обратно с бензином. Уже это, подфармил? Да. Так, я пойду в горку, еще попробую, посмотрим, как она будет подниматься, да, по сравнению с базовой. Как там, как базовая машина называется? Фрикенди. Фрикенди, да-да-да. Ну, видите, в принципе, едет она довольно-таки неплохо, в горку поднимается тоже. Кстати, здесь, кто не помнит, друзья, нам полностью аккаунт дал для теста Иван. И ему, естественно, огромное спасибо. Как видите, он еще поставил обвес по оружию. Но я думаю, на стриме вы уже видели, кто смотрел наш предыдущий стрим именно по игре, когда были включены дропы повышенной X10 на BZN. Так, да, там, в принципе, можно и на все технику посмотреть, как мы и играли. Да, там так. Тут проще так сразу заценим именно индивидуально. Кстати, видите, друзья, оружие перегревается в игре, да, но... Посмотри с горки вниз. Да, я вот еду. Ну, кстати, вот нормально он едет. Вот иногда ты заносит, я заметил, что странно почему-то. Мой фрикенди не осилил гору. Да? А я вижу тебя там, вот, фрикенди. А, нет, не ты, кстати. Не, я тут центрального. Как-то лагает этот чел. Я другой. Да, это вот какой-то странный. Да, какой-то он прям лагающий. Не, ну видно, что танк такой более... Да, знаешь, как разворачивается танк легко. Получается, фрикенди вообще не может развернуться. То есть можно на месте крутиться вот так и поливать всех. Как такая местная турель. Мой радиус поворота. Кстати, постреляй меня пока, да, посмотрим, насколько танк мощный в этом плане. Там, кстати, кто-то другой стреляет, а нет, все. Ну, тут, конечно, стандартные пушки, да, понятное дело, то есть не какое-то прям жесткое оружие. Сейчас развернусь сам. Но эти защиты очень много. То есть, эти ракетницы, они вроде противотанковые. Но они как-то стреляют очень слабо. Не, мне кажется, пулемет стреляет всегда больше в игре. Получается, видите, броня пока отнимается, там немножко хп тоже отбавляется, но это такое. То есть, видите, насколько много надо стрелять вот в фрикенди с базовыми оружиями, чтобы пробить вот такой танк. Ну, это как бы овер долго. У меня, получается, вот только половина армора снята. А вот здесь, смотрите, вот видите, когда это уже получается... У меня 150 армора сейчас. Ну да, я так немножко стремил просто для показания. Тут, конечно, в этом плане, видите, танк, конечно, хорош, то, что можно пытаться... Я так вижу преимущество, да, именно танка, вот в данный момент. То, что можно пробовать как-то занимать именно бензоколонку с ним, потому что его все-таки выживаемость позволяет ему это делать. Слоты на оружие, конечно, у него не так много. Есть у Ламбо, у него, по-моему, больше слотов именно под оружие, то есть у него какие-то задачи другие. Пока в моем представлении танк это вот именно такая опора, ты встал на бензоколонку и просто пытаешься никого не пускать. Там, если кто-то будет на подстраховке у тебя, то, в принципе, они долго, я думаю, могут держать одну точку. Ну, если, конечно, не придет целый клан там, да, потому что если целый клан придет, этот танк развалит, понятное дело, довольно-таки быстро. И в итоге, вот если посмотреть, в принципе, вот из всей техники, которые я пробовал, да, конечно, мы каждую будем разбирать. Вот танк пока один из моих любимых вариантов, потому что у него показатели неплохие именно по выживаемости. Конечно, скорость не самая маневренная,
ему будет очень тяжело догонять каких-то любую технику, которая присутствует в игре, потому что у нее скорость у всей больше, и танк будет просто не поспевать. И за первым джипом, на котором мы делали обзор, единственное, кого он может настигнуть, это получается Фрикенди, но это такое. Вот, где, по-моему, Петрух там есть. Да, это я. Стрелять его. Так, это мой Безьен. Так, за Безьен надо... Вот видите, можно вот так, да, тут просто поливать. Надо, кстати, еще научиться переключать именно оружие, получается, быстро. Потому что, когда оно перегревается, у тебя есть другие слоты. Если ты будешь быстро успевать переключать, соответственно, можно будет постоянно поливать тоже врага. Мне же в комментарии говорили, какие-то хоткей какие-то есть. Ну там, да, ну надо научиться это делать. Это, знаешь, это... Так, нифига себе мой Безьен забрал. Ну-ка, надо не пускать его. 0,07. Не, ну, конечно, вот то, что танк маневренный в плане, да, он может вот так, получается, колесить, да, по сравнению с Фрикенди, она вообще так не может. Он не может развернуться. Если я, допустим, в спину сейчас зайду, то все, это как бы... Если я только не перегоню его, получается. Тут маневренность, конечно, в этом плане получше. Такой обстрел мини. Так, ну, что можно добавить про, в принципе, этот танк, да? Конечно, надо тестировать его более в полевых условиях, но сейчас, видите, пока игроков мы особо не видим, то есть, потому что еще прайм-тайм может быть, да, надо все-таки ближе к вечеру смотреть, и когда увеличенные дропы, да, именно X10, там народу целая куча, но там проблема, там обычно ездит по двое, по трое и так далее. Цена, Петрух, не подскажешь, сколько ты смотрел на рынке сейчас стоит вообще вот такой агрегат? Да, мы смотрели, танк это из премиум продаж NFT-шек, да, которые были уже давно. Поэтому на рынке их не так много, и цена уже приличная. То есть сейчас, на сегодняшний день, можно купить за 0.28 и за 0.3 эфира, да, самые дешевые танки на рынке OpenSea. Это такой так называемый eBay для NFT-шек. Вот, но это сегодня эфир $2500 стоит, это уже $750 примерно, так плюс-минус. Это приличная такая инвестиция, но их ограниченное количество, можно как и коллекционирование, да, использовать эту NFT-шку, возможно, кто не любит там каких-то кошечек, панков или еще что-то, может быть, хочет себе поколлекционировать такую вот военную технику, да, из игры. Сейчас мы настигнем пока Фрикенди, чтобы просто показать, что по скорости мы чуть-чуть уступаем, но хотя все догоняем в итогу. Я пытаюсь тут расстреливать, но вот видите, надо вот учитывать перегрев всегда, потому что так поливаешь бездумно, и потом в итоге пушки перегреются и все. Все, отжали мы Безьена у бедного Фрикенди. Так, ну видите, даже что, учесть, что у нас скорость меньше, все равно как-то танк вот по этой местности, он немножко плавнее как-то ездит, и за счет этого скорость довольно-таки уверенно поддерживает. В принципе, сейчас дойдем до гаража, особо больше показать нечего, к сожалению, потому что соперников мало сейчас на данный момент, хотя, я думаю, они могли бы дать и бой такому неопытному стрелку, как я, потому что я максимум пока могу Фрикенди тут раздалбывать в спину. Да. Кому интересно, как Кирилла уничтожали во время сильного распределения Безьен, смотрите на наш стрим, оставим ссылочку в подсказках. Там достаточно много экшена было. Не, экшена там реально много. Там понятно, там как бы уже и токены по-другому падают, и азарт уже другой, соответственно. Сейчас, друзья, я покажу вам одну интересную вещь. Сейчас получается по игре. Так, буквально пару секунд. Скоро, кому интересно, да, кому интересен вообще проект в целом, кто хочет как-то попробовать залететь в него, скоро будет распродажа опять новой техники. Получается, через 17 дней они будут продавать как раз таки новые машины. Их заанонсировано 150 тысяч, получается. Это баги, можно посмотреть характеристики этой машины, в принципе, вот здесь, да, чем она отличается. Показана ее скорость, показана здесь вместимость Безьена, да, ускорение, армор, получается, и слоты под оружие. То есть вот эта аппаратура, получается, вот это баги будет доступна через 17 дней именно продажи. То есть кому интересно, можно, в принципе, будет попробовать прикупить себе
уже не фрикэнди, да, а с этой машины явно будет намного профитней фарм, тем более, когда будет всякий X10. Ссылочки, естественно, мы все оставим, друзья, под описанием. Кому интересен проект, залетайте, потому что в игре все-таки присутствует хороший экшен, и можно пытаться здесь зарабатывать тоже заветные BZN. На этом, я думаю, все, Петруха. Давай, там есть что добавить или нет? Да, в принципе, все раскрыто, все показано. Подписываем, ставим лайки, играем в блокчейн-игры, развиваем индустрию, помогаем разработчикам рублем. Всем спасибо и пока. Да, друзья, всем пока-пока.